Всем большой привет, я Лена и добро пожаловать на мой канал. И в этом видео у нас яркие эффектные неоновые ноготочки благодаря пигментам. Итак, начнем. Предыдущее покрытие я уже сняла, теперь приступаю к выполнению маникюра. Маникюр я делаю комбинированный. Сначала вычищаю вот такой фрезой пламя, все из-под кутикулы. Прохожусь по всем ногтям, затем ножничками делаю срез. После среза использую фрезу шарик, прохожусь по срезу, чтобы зашлифовать его. И заполировываю. Заполировываю кожу вокруг ногтей, чтобы она блестела. Теперь готовлю ногти к покрытию. Прохожусь бафом. После этого протираю безворсовой салфеткой, смоченную в обезжиривателе. Наношу ультрабонд. Теперь делаю выравнивание ногтевой пластины и укрепляю ногти акриловой пудрой. Для укрепления я наношу базу и на мокрую базу посыпаю акриловой пудрой. Жду, пока она немного впитается. Потом сушу в лампе. Это я делаю со всеми ногтями. Затем после просушки стряхиваю излишки акриловой пудры. Теперь мои ногти крепкие, но их требуется немножечко сгладить. Для этого я наношу еще один слой базы, для того, чтобы когда я буду наносить цвет, не было видно этих крупинок. Наношу базу, также слегка выравниваю, просушиваю в лампе. Теперь мои ногтики крепкие, красивые и можно приступать к покрытию. Покрываю ногти белым гель-лаком. На мизинчике делаю чистый белый. На безымянном рисую лунку. Не спеша рисую лунку, затем закрашиваю ее. Сушу в лампе. И теперь закрашиваю оставшуюся часть ногтя, оставив негативное пространство. Сначала кистью из флакона, затем тонкой кистью прохожусь для того, чтобы подровнять. Сушу в лампе, перехожу к среднему пальцу. Здесь у меня будет также лунка. Сначала прохожусь кистью из флакона, затем тонкой кистью выравниваю улыбку. Просушиваю в лампе. Указательный палец я также покрыла белым. Теперь беру яркие вот такие пигменты, кисть, набираю на кисть пигмент и вбиваю его в липкий слой белого гель-лака. Белый гель-лак я также продублировала вторым слоем, чтобы нигде не было никаких проплешин. И затем начинаю вбивать вот таким вот образом. Сначала вверху желтый, затем внизу зеленый и делаю вот такой переход. Следующий это оранжевый. Оранжевых пигментов у меня нет, я просто желтый смешала с розовым и получился оранжевый. Здесь смотрите такой нюанс. Обязательно перед тем, как рисовать лунку, обязательно вытираем липкий слой, так как вы потом, когда будете втирать пигмент, он вотрется и в негативное пространство. Поэтому оставляем липкость только на белом гель-лаке и в него вбиваем пигмент. Луночка зелененькая. Здесь также весь зеленый. И на указательном пальце оранжево-розовый градиент. Край ногтя оранжевым, верх розовым. И к серединке стараемся как можно лучше смешать цвета. Не всегда это быстро получается, так как уже как вбили, так и получилось. Теперь покрываю все ногти топом.
Топом нужно еще слегка подровнять, так как пигменты ложатся не совсем ровно, поэтому топом это можно все выровнять. Также на среднем пальце я рисую серебряную лунку. Серебряный гель-лак я сделала базу, смешала с втиркой серебряной. И вот так вот у меня получился такой хорошо пигментированный гель-лак серебряный. Нарисовала лунку, на большом пальце делаю выкладку страз. Ставлю каплю густой базы, затем на нее выкладываю камушки, вокруг выкладываю бульонки, не сушу в лампе, дорисовываю еще базой, еще выкладываю стразы. И все это делается на мокрую базу, так как нужно, чтобы была целостная картина. Вот если на непросушенную базу выложить всю композицию, так она будет держаться гораздо лучше. После этого просушила, еще раз прохожусь базой. И последний этап — это еще и вокруг пройтись топом. И теперь мои стразы будут держаться наверняка. Сушу в лампе. И вот что у меня получилось. Яркий летний дизайн. Понравился всем в Instagram, проявил большую активность. Если вам также понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на меня в Instagram. А я говорю до новых видео. Пока-пока.